Знаете, немного наскучило каждый раз подводить к обзору на пылесосы словами «вот раньше все было с проводами, а теперь провода нет, и поэтому вот вам наглядный пример», ну и все в этом духе, будто бы сейчас это уже не редкость. Окей, а что тогда? А вот на этот вопрос ответит беспроводной вертикальный пылесос компании Haier. Модель называется HVC400HE, и несмотря на не самое запоминающееся название, функциональностью его явно не обделили. В общем, вы на канале Техревизор, а мы на примере конкретной модели рассказываем, чем удивляют современные беспроводные пылесосы в 2024 году. Привезли пылесос в яркой коробке, где на русском языке сразу обозначили главные преимущества устройства. Но на слово мы не верим, поэтому давайте по порядку глянем, что внутри. Итак, комплектация. Алюминиевая трубка, щетка для пола с электроприводом, двойная роликовая щетка тоже с электроприводом, щелевая насадка, насадка для обивки, аккумулятор, составляющие стойки для зарядки, которую мы соберем чуть позже, ну и основной моторный блок. На нем остановимся подробнее. Начнем с того, что пластик окрасили удачным оттенком зеленого цвета. Смотрится никак не дешево и при этом придает пылесосу какое-то заметное отличие от серых конкурентов. Сверху нанесли логотип производителя, соседствующий с отверстием для вывода воздуха. И забегая наперед, отметим, что внутри прозрачного тонированного пылесборника находится сразу несколько фильтров: HEPA, губчатый и циклонистый. А над крышкой двигателя еще один выходной фильтр. Все это гарантирует, что собранная пыль никак не выберется наружу, пока владелец сам не решит освободить пылесборник. Элементы управления инженеры вынесли над ручкой. За регулировку мощности отвечают две верхние кнопки. Нижней, кроме включения или отключения, запускается режим автоматической регулировки силы всасывания. Пылесос буквально понимает, на каком покрытии ему предстоит работать, подстраиваясь под заданные условия. Перед запуском распакуем коробку с аккумулятором и проверим уровень заряда. Увидеть его помогает специальный индикатор на корпусе. Кстати, рядом показываются выбранные режимы, но об этом чуть позже. Так вот, если иконка батареи заполнена и горит ярким светом, значит можно приступить к работе, а если нет, самое время разобраться со стойкой. Собирается она из нескольких модулей, каждый из которых прикручивается винтами и шурупами. Они, как и шестигранник, тоже есть в коробке, поэтому ничего отдельно докупать не придется. Остается поставить рядом с розеткой и собрать пылесос. Насадки крепятся не только к трубке, но и к моторному блоку. Но куда девать те, которые пока не нужны? Для этого на стойке есть специальные крепления, где также плотно фиксируются все остальные комплектующие. Ничего не болтается и тем более не разбросано по всему дому. Теперь, когда со сборкой и комплектацией разобрались, пора пройтись по характеристикам. Основные видите сейчас на экране, можете поставить на паузу и изучить подробнее. Мы же посмотрим на самые интересные. За счет аккумулятора на 2000 мАч в стандартном режиме пылесос работает около 45 минут, а если повысить мощность до максимума, заряда хватит приблизительно на 15 минут. Кстати, заряжать можно не только от зарядной станции, но и напрямую от розетки. Все зависит только от того, куда вы подключите кабель. Максимальная мощность всасывания 26 тысяч паскалей. Мы уже провели тесты, поэтому уже сейчас можем заверить, что этого вполне хватит для любых повседневных задач. Вес всего 1,5 килограмма. От этого руки не будут уставать, даже если решите пропылесосить шторы. При этом высоты с трубкой вполне хватает, чтобы не горбатиться в процессе уборки полов. И даже по части безопасности тоже заморочились. Есть самодиагностика неисправностей и отключение при перегреве. Конечно, случается это только в экстренных случаях, на практике ничего подобного мы не заметили. И насчет практики, давайте на это и переключимся. Мы проверили разные насадки, и каждая справилась со своей задачей. Длины щелевой насадки хватает, чтобы забираться, как ни странно, в щели, а обивку кресла тоже без каких-либо трудностей пропылесосили соответствующей насадкой. Турбощетка без проблем собрала мусор с пола и коврика, и вместе с этим еще и подсвечивает пол, что помогает увидеть все, что мы могли пропустить. На самом деле это одна из самых полезных опций, которые только можно было придумать для пылесоса. Мы сравнили обе щетки с электроприводом, и ни одна из них не вызвала никаких вопросов. Свою задачу выполняют. В процессе пришли к выводу, что практически нет смысла все время включать максимальный режим, потому что даже на стандартном весь мусор по итогу оказывается в пылесборнике. И даже если что-то просочилось в щели на полу, это тоже без проблем собирается. Кстати, следить за уровнем мощности позволяет все тот же встроенный индикатор.
Ну и когда мы привели пол и мебель в порядок, пора избавиться от содержимого пылесборника. Стоит отметить, что он не снимается полностью. Отсек открывается по нажатию на фиксатор, но даже при этом сама процедура в принципе не вызывает никаких серьезных неудобств. В общем, все, что вам нужно знать. Haier HVC 400 HE достойный вариант за свои деньги. Что касается самого пылесоса, он справляется с мусором, обладает солидной комплектацией и в целом на обычной мощности не так быстро разряжается, если сравнивать с другими аналогами. Тем более можно докупить второй аккумулятор, например, если у вас большая квартира, и разместить его прямо на зарядной станции, чтобы он всегда был заряжен. И там же он и хранится. Из потенциальных минусов можно выделить отсутствие гофры на самой трубке, чтобы было удобнее пылесосить под мебелью. Хотя такое решение могло бы ударить по цене пылесоса и, учитывая и так внушительную комплектацию, вывести его из сегмента доступных. А на этом сегодня все. Рекомендуем присмотреться к пылесосу Haier, поставить лайк, подписаться, ну и по желанию оставить свое мнение в комментариях. До встречи в следующих видео.